Father in heaven, Отец Небесный, we ask your blessing on our considerations today. мы просим Твоего благословения на наше собрание сегодня. Help us to understand your word better. Помоги нам лучше понимать Слово Твое. Give us your Holy Spirit. Дай нам Духа Твоего Святого. Guide our thoughts. И руководи мыслями нашими. For the sake of Jesus Christ, your Ради Son, our Lord. Иисуса Христа, Твоего Сына, нашего Господа. Amen. Аминь. I am not a bishop. Я не епископ, I'm a metropolitan. я митрополит. Theophilus Institute Metropolitan. Митрополит института Теополис. Or in English, Theopolitan Metropolitan. Или по-английски оно так звучит очень похожие слова. Теополь митрополита. That's just for fun. Ну это так, забавы ради. The book of Revelation, as you know, is written in the language of symbols. Как вам известно, книга Откровения написана символическим языком. We're told right at the beginning that God's angel revealed it in symbols to John. Мы читаем в самом начале, что апостолу Иоанну ангел все это открывал символами. That's in chapter 1. Глава 1. And verse А стих 1. 1. Okay? Хорошо? He sent these things and symbolized it to his servant John. То есть он показал это рабам своим символическим образом. Okay. Now, where do these symbols come from? Откуда же получились, откуда явились эти символы? If we are going to understand these symbols, we have to learn a foreign language. Для понимания этих символов придется выучить иностранный язык целый. It is the language of symbol. Это и есть иностранный язык, символический язык. In particular, biblical symbols. А особенно библейских символов. And for us, this is a foreign language like Chinese. Для нас это столь сложный иностранный язык, как если бы китайский пришлось учить. Or maybe Korean. Или корейский, еще похуже. If you wish to learn Korean, the first thing you have to learn is the Korean alphabet. Для того, чтобы выучить корейский язык, сперва приходится выучить корейский алфавит. And then you can put the letters together to form words. Потом у вас уже будет выходить эти буковки составлять вместе, чтобы слова получались. And you have to learn the meaning of individual words. Затем придется изучить значение отдельных слов. Then you can put the words together into sentences. Потом вы эти слова составляете в предложение. So you have to learn basic grammar of the Korean language. Придется изучить основы грамматики корейского языка. And eventually you can read a whole page in Korean. И уже потом вы даже целую страницу на корейском языке прочитать сможете. And finally you learn Korean so well that you can dream in Korean. Ну и уже тогда, потом, следующий этап, вы так хорошо знаете корейский язык, что вам сны на корейском снятся. Well, the same is true of this language of symbols. Относительно языка символов можно сказать то же самое. We have to learn the meaning of such things as gold and silver. Нужно знать, что означает золото, что означает серебро. Of blue and red. Что означает синий цвет, что означает красный. Of sheep and goats. Что означают овцы, что означают козы. Of men and women. Что означает мужчины, женщины. Of hair and skin. Что означают волосы, кожа. These are all but a few of the symbols that the Bible uses over and over again. Это только лишь немногие из тех символов, которые в Библии используются вновь и вновь. They are the vocabulary of this symbolic language. Можно составить целый словарь этих символических слов. Back in Exodus, God gave the tabernacle to the people. В книге Исход мы читаем о том, как Бог своему народу дал скинию.
And he provides about 20 chapters describing the pieces of furniture in the tabernacle. И вот где-то глав 20 эдак посвящено описанию всего устройства скинии. Which furniture is put on the north and which on the south, which on the east and which on the west. Что должно быть расставлено на севере, что должно быть расставлено на юге, на западе, на востоке. How each one is built. Каким образом нужно строить каждый из предметов. What kind of wood is to be used. Даже из какого дерева. Is it covered with gold or with bronze? Нужно ли бронзой покрывать или золотом? When it is taken out of the tabernacle, what color of cloth is used to cover it up? Если вы выносите этот предмет из скинии, какого цвета материя должна быть, которой вы прикрываете этот предмет? Purple cloth, blue cloth, red cloth. Должен быть ли это или пурпурный, или голубой, или красный цвет ткани? Each one of these pieces of furniture has a little crown around the top. Каждый из этих предметов, он украшен короной небольшой. What does that mean? Что это означает? Why are some things made of pure gold and some things made of wood covered with gold? Почему некоторые предметы нужно было делать только из золота, а некоторые из дерева, но покрывать золотом? Then the tabernacle has curtains covering it. В скинии были шторы. The curtains have cherubim woven into them. И на этих шторах были херувимы. And covering over that is a covering of goat's hair. И нужно было украсить это все шерстью, козлячей шерстью, козиной шерстью. And covering over that is lamb skin. А сверху этого должна была быть шерсть овец. And covering over that is porpoise skin. А сверху этого Dolphin, porpoise, flipper. It's a dugong. It's a fish. Рыба. Okay. Рыба. Fish skin. Чешуей рыбы. All right. Why? Почему? What does it mean? Что оно означает? That's just the beginning. Это лишь начало. In the book of Leviticus, we have even more symbols. А в книге Левит символов еще побольше будет. You cannot kill a deer and bring it to the altar as a sacrifice. И нельзя было убить оленя и принести его в жертву. It has to be a sheep or a goat or an ox or a pigeon. Это мог быть голубь, это могла быть овца, это могло быть какое-то определенное животное. The sheep has to be killed on the north side of the altar, and then its flesh brought to the altar from north to south. Овцу нужно было убивать на север от жертвенника и потом приносить с северной стороны к жертвеннику. The bird is killed on the west side of the altar, and it is moving from west to east. А птицу нужно было убивать на запад и приносить с западной стороны к жертвеннику. Why? Почему? Then we have additional rules. There are 5 different kinds of sacrifices for different occasions. Потом есть 5 типов жертв, и каждая из этих жертв приносилась в определенном случае. Sometimes the sacrifice has to be a male and sometimes a female. Иногда нужно было приносить мужеского пола, иногда женского пола жертву. And then we have all different kinds of uncleanness. Потом есть разного типа нечистоты. If you get a white spot on your skin, Если у вас, например, белое пятнышко на коже, maybe it is leprosy, возможно, вы болеете проказой, maybe not. а может и нет. The priest has specific rules to determine whether it is or isn't. У священника были правила, благодаря которым он определял. He examines you and looks at the white spot. Он проверял вас, он смотрел на это пятно. He says, come back in 7 days. И говорил, вернись через 7 дней. And I will look at it again and see if it looks worse or better. И я вновь на него посмотрю, и мы посмотрим, улучшилась ситуация или ухудшилась. Why 7 days? А почему именно 7 дней? There are 9 different kinds of this leprosy that can get on your skin. Ведь существует 9 типов проказы, которую можно получить на коже.
We can keep going, but time is marching on. Можно продолжать приводить примеры, но время истекает. When we get to the book of Numbers, Если мы откроем книгу чисел, we find certain tribes are camped on the north, some on the south, east and west. мы увидим, что колена расселились, кто-то на севере, кто-то на юге, кто-то на востоке, а на западе еще кто-то. Why those tribes? А почему именно эти колена именно там? The symbolism connected with those tribes is like the symbolism of the 12 signs of the zodiac in the sky. И эти символы, они чем-то напоминают 12 знаков зодиака на небе. Are these a heavenly people positioned in the sky around the throne of God? Можно ли сказать, что это небесные люди, небесный народ, расположенный на небе вокруг престола Божьего? Well, now that we have spent 2 years learning all of this, Ну, теперь, когда мы 2 года посвятили изучению всему этому, we have begun to learn the language of symbol. мы только лишь начинаем понимать символический язык. But then God makes a new covenant, Но потом Бог дает Новый Завет. and He gives us the temple instead of the tabernacle. И там уже не скиния, а храм. So we have more chapters devoted to describing the temple. И храму, описание храма посвящено еще больше глав. At the temple now there are special groups of Levites. Левиты, разного рода левиты служат при храме. There are special musical instruments. Есть особенные музыкальные инструменты. Why those instruments? А почему именно эти музыкальные инструменты, а не другие? There are 24 groups of musicians with 24 chiefs over each one. 24 группы музыкантов, которые руководят 24 разных руководителя. And there are 24 groups of priests with 24 chiefs over them. 24 группы священников, над каждой из которых тоже стоит свой руководитель. And the temple is made like a model of heaven. И храм построенный по образцу или модели небес. So these 24 chiefs represent 24 angels around the throne of God. Они представляют 24 ангела вокруг престола Божьего. We have a long description of the dress of the high priest. И облачение первосвященника, оно описано довольно продолжительно. We are told what the priests were to wear against their bodies and then on the outside of their garments. Мы читаем, во что должен был одеваться первосвященник, чем он должен был украшать себя. We were told about the multicolored, rainbow-colored sash they wore around their waist. Мы читаем вот этот пояс разноцветный, многоцветный, на радугу похожий. And what they wore on their head. Что нужно было одевать на голову. And what they wore on their feet. Что нужно было одевать на ноги. No. Нет. They did not wear anything on their feet. На ногах ничего не надо было одевать. They wore no shoes. Они не носили обуви. Because the tabernacle and the temple are holy ground. Потому что и скиния, и храм – это земля святая. These priests' garments are said to have 4 wings on them. И там должно было быть 4 крыла. Okay? I do too. Вот, знаете, есть двухбортный пиджак. This is one. Вот одно крыло или один борт. One. This is one. Вот еще This один. is one. И вот еще один. Okay? So, as a priest, when I'm in the temple, I'm flying around. То есть, как священник, я летаю как бы по храму. Because I'm an angel. Потому что ангелом являюсь. This new temple has all kinds of new extra things. It has chariots that carry water. И вот, например, в этом храме были новые предметы, были колесницы для воды. It has 2 great bronze pillars at the door representing priest and king. При дверях были 2 бронзовых столба, которые напоминали священника и царя. That's just a few of the new things that we have to learn to add to our language of symbol. И изучая символический язык, это только лишь несколько новых слов мы изучили. Now we're ready to read the book of Revelation. И теперь мы готовы к чтению книги Откровения. No. Нет. We still have a couple of years left to go. Осталось несколько лет так подготовиться.
Because now God begins to give visions to the prophets using this symbolic language. Поскольку теперь Бог начинает с пророками говорить при помощи видений, используя язык этих символов. The book of Ezekiel gives us 9 long chapters at the end describing a visionary temple. В книге Иезекииля в конце последние 9 глав посвящены довольно продолжительно видению, связанному с храмом. Which has even new characteristics. И описание храма там приобретает новые какие-то черты. And the books of Daniel and Zechariah take the basic symbolism that we've learned and make new uses of it. Книга Даниила, книга Захарии берет используемые ранее символы и использует их по-новому. And this is all because after the Babylonian exile, we are moving into a new covenant period. После Вавилонского плена мы читаем о Новом Завете. We can call this new period restoration. Назовем это новый период восстановления. Or better, we can call it the imperial empire covenant. Или лучше некий царский, имперский завет. There is a new social order that God sets up. Бог устанавливает новый общественный порядок. No longer does Israel have a king and an army. Царя, армии в Израиле уже нет. No longer are they considered to be an army with swords. Это уже не армия меча. God himself is their army, and he is called Lord of Hosts. Сам Бог является их армией, Бог духов. Yahweh Sabaoth. Воинств, Яхве Саваот. Okay? That is a new thing. Это новое. The people are no longer symbolized as strong cedar trees. Люди, они уже не представлены, знаете, в виде таких сильных воинов. But as a myrtle tree. Но как дерево. Не представлены с крепким деревом кедром, а уже представлены мягким деревом. The myrtle is a humble plant. Это не такое большое растение. But it has a beautiful flower. Но красивый цветок. And a very beautiful smell. И прекрасный запах. And now Israel is going to be sent out among the nations to carry the smell of God's wonderful kingdom. И теперь Израиль должен распространять благоухание Царства Божьего. In this new age, the high priest will be the effective ruler of Israel. И здесь Израилем правит первосвященник. But the political ruler of Israel will be the emperor of the empire. Но политическим управителем будет император той империи. The people will return to the land of promise. Люди вернутся в обещанную землю, обетованную землю. But it is no longer called the land of promise. Но она уже не названа обетованной землей. And it is no longer called the land of milk and honey. Она уже не называется землей молока и меда. It has a new name, the Holy Land. Она получает новое название, земля святая. And Jerusalem is no longer called the city of David. И Иерусалим уже не назван город Давида. It is called the Holy City. Называется город святой. And this new land is much smaller than the old land ruled by David and Solomon. И эта земля, она значительно меньше, чем та земля, которой некогда правил Давид, Соломон. But it is all holy now. Однако она земля святая, вся святая земля сейчас. Now these are just some of the things that begin to be new in this new covenant. Это лишь некоторые новые добавления во время этого нового обновленного завета. Now, in order to make it much easier for us to read the book of Revelation, для того, чтобы чтение книги Откровения было проще, we're going to look first of all at some parts of Daniel and of Zechariah. Нам необходимо будет сперва обратить внимание на книгу Даниила и книгу Захарии. People say the book of Revelation is very difficult and complicated. Люди говорят, книга Откровения такая сложная, многосоставная.
Do some of you think that? Кто-то из вас так тоже считает? Mysterious? Тайн много. Well, actually, it's a very easy book. Ну, на самом деле книга легкая. All you have to do to understand it is spend 5 years learning the language of symbol. Просто 5 лет перед этим нужно поизучать язык символов и делов-то. Once you have completely mastered the tabernacle and the temple and the sacrifices, you know everything in Ezekiel and Daniel. Коль вы уже разобрались с жертвами, скиниями, храмами Даниилом и Захарией, Revelation is not quite so hard. тогда чтение книги Откровений не такое трудное. But we don't have time to do all that. Но времени всего этого-то у нас нет. So we'll do the things that I think are the most important for us. Поэтому мы займемся тем, что, на мой взгляд, наиболее важно для нас. To begin with, let's turn to Daniel chapter 7. В начале Даниила, 7 глава. At the end of the kingdom period of Judah, Заканчивается царство Иудеи. God gave the kingdom of Judah a good king named King Josiah. И царь Иосия от Бога был хорошим царем. Josiah restored the temple and the worship of the Lord. Он восстановил храм, поклонение в храме Господу. He also destroyed all of the high places and the idolatrous worship. Все высоты, все идолопоклонческие места были разрушены. And he and his friend Jeremiah brought about a revival in the land. И вот они вместе с Иеремией его другом был, должны были какое-то возрождение в земле организовать. But after he died, his son turned away from the Lord. Он умирает, и его сын отворачивается от Господа. Refused to listen to Jeremiah, who had been his teacher. Отказывается слушать Иеремию, который должен был бы наставлять его. So God raised up Nebuchadnezzar and the kingdom of Babylon to conquer Jerusalem. Тогда Бог в Вавилоне поднимает Навуходоносора, который должен завоевать. Nebuchadnezzar came and captured the city and took away some of the smartest graduate students. И вот он берет, и когда завоевывает этот город, он с собой уводит наиболее умных учеников. Daniel was one of these intelligent graduate students who were taken back to Babylon to be taught Babylonian wisdom. И вот Даниил, это был один из тех умников, который учился на специализованной высшей программе, которую увели в Вавилон. Jeremiah told the people that they should submit to Nebuchadnezzar and everything would be fine. И Иеремия говорит: просто покоритесь Навуходоносору, и все будет хорошо. But the king refused to submit and rebelled against Nebuchadnezzar again and again. Но царь отказался это делать, и он восставал против Навуходоносора, и не один раз это делал. And gradually the old people who had been alive during Josiah's revival began to die off. Все те люди, которые возродились во время правления Иосии, они поумирали. And the new people who were ruling in Israel made themselves into slave owners. Все остальные стали рабовладельцами, рабами. They reduced all the poor people to slaves. Всех этих людей превратили в рабов. And they rebelled against Nebuchadnezzar again and again. Они вновь восставали против Навуходоносора. Until finally, after 20 years, Nebuchadnezzar came and burned the city down. 20 лет прошло, пока Навуходоносор потерпел, пришел однажды и сжег Иерусалим. He destroyed the temple and he carried off the furniture of the temple to Babylon. Он разрушил храм и всю храмовую утварь увез к себе. 20 years before this time, God had given a vision to Nebuchadnezzar. Но за 20 лет до этого Навуходоносор увидел видение. Nebuchadnezzar saw a large statue. Он увидел большую какую-то статую, with a head of gold, a chest of silver, где голова была из золота, грудь из серебра, a stomach of bronze and legs of iron. Бронза, живот, а ноги железные. And this was a man-shaped picture of the temple of God. И это был храм, изображение храма в виде человека.
You will have to use your imagination. Но теперь давайте представим себе нечто. But in the Holy of Holies of the temple, everything is gold. Святое святых, там все из золота. Around that Вокруг святого святых are lights and tables of silver. Там столы, приложения из серебра. Out from that is an altar of bronze. Далее, там, где жертву приносили, из бронзы. And that's where the sacrifices were put for the altar to eat. Там жертвы приносили. So А жертва это то, что едим, поэтому оно отображает живот. the altar is the stomach. Жертвенник это желудок. And then out here at the gate were iron gates. А далее ворота, железные ворота. So the head of gold, the chest of silver, the stomach of bronze, and the legs of iron make this into a new temple. То есть речь идет о том, что здесь изображен новый храм. Okay. Should we move it All forward right. to you? It's okay. I think we can wait till next time. Okay. I'll use that next time. You will not. It's erased. Okay, that's good. We have our imagination. Ну, у нас же воображение-то еще осталось, даже если изображение исчезло. We are all visionaries. Мы все люди, которые воображать умеем. Now Daniel explained the vision to King Nebuchadnezzar. Даниил объясняет это видение Навуходоносору. And said, this is God's kingdom that he is setting up on the earth. Это Божье царство, которое он посылает на землю. It will be the house in which Israel will live for the next several centuries. Это будет дом, в котором Израиль будет жить следующие несколько столетий. An empire house. Дом империи. A good empire. Хорошей империи. God's empire. Божьей империи. Okay. And the empire will be administered by Babylon. И эта империя будет управлять Вавилон. The head of gold. Это голова из золота. And then there will be a new administration of silver and one of bronze. Потом будет and one of другая iron. администрация из серебра, из бронзы, из железа. And at the end of that time, И в конце времени a stone that human hands had not touched камень, которого не касалась рука человека, will smash into this statue and knock it down. он разрушит эту статую, собьет ее. And then that stone will grow to be a great mountain, the greatest mountain in the world. И этот камень вырастет, станет наивеличнейшей горой, скалой этого мира. A stone that no human hand has touched is an altar stone. Что же это за камень, которого не касалась рука человека? Это тот камень, из которого жертвенники строят. This is in Exodus chapter 20. Это Исход, 20 глава. And so this is the altar stone of God's true worship, which will be set up at the end of this period. Жертвенный камень истинного поклонения, что будет установлено в конце этого периода. And that true worship will grow until it becomes a mountain. И это истинное поклонение будет расти, пока не станет скалой. This is referring to Jesus Christ and the kingdom of the church, which will grow and fill the world. Речь идет об Иисусе Христе и о царстве, церкви, которая будет расти до конца мира. Okay. Now when we get to chapter 7, we see a similar vision. Ладненько. И в 7 главе Даниила мы видим похожее видение. This vision comes about 60 years later. 60 лет уже прошло. And in chapter 7, we read that in the first year of King Belshazzar. И вот мы читаем, в первый год Валтасара царя. Okay, Balthasar was the grandson of Nebuchadnezzar. Валтасар внук Навуходоносора. And he is going to be the last ruler of Babylon. Последний правитель Вавилона. You remember his great feast, which is in Daniel chapter 5. Вы помните, как он устроил в 5 главе большой пир. And at the end of that feast, he is killed, and
the Persians, who are now the chest of silver, take over the Персы, kingdom. вот этот вот серебряный лгут, они его убивают, и они устраивают, они забирают царство. Read verse 2. Второй стих. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот 4 ветра небесных боролись на великом море». Okay, during the night, things change. Ночью все меняется. Passover happened at midnight. Помните, Пасха, когда произошла? Ночью. In the book of Esther, it is the king at midnight reading about what Mordecai has done that causes him to honor Mordecai, and everything changes. В книге Эсфир царь ночью читает, что там сделал Мордохей и чем его за это наградили, и тогда это все превращается так, что Мордохей выигрывает. Jesus died during the night. Иисус умирает ночью. It was a special night that God set up to last 3 hours. Ну, особенная ночь, Богом установленная на 3 часа всего. But that is when things change. Но именно тогда многое меняется. So now we're going to have a dream during the night, and things are going to change during this dream. И вот ночью происходит видение, и что-то во время этого видения меняется. He says he saw the 4 winds of heaven stirring up the great ocean. Он увидел 4 ветра небесных, которые поднимают бурю на большом море, великом море. Now the ocean represents the Gentile world. Море великое — это мир язычников. God's people live on the land. Потому что Божьи люди живут на земле, The Gentiles live across the sea. а язычники живут в заморских странах, за морем. The book of Jonah is our best source for this symbolism. Откуда мы этот символ лучше всего узнаем, как не из книги Ионы? But we need to know this to understand the book of Revelation. Но для того, чтобы это понять, для того, чтобы понять книгу Откровения, надо знать эти символы. Because there's a difference between judgments that come on the land and those that come on the sea. Поскольку суд, изливаемый на море и изливаемый на землю, это разный суд. The 4 winds of heaven represent God's people, the Jews. И вот 4 ветра небесных — это Божий народ, иудеи. They have been sent out into the Gentile world, and they are stirring it up with their evangelism. Выслали их среди язычников находиться, и своим евангелизмом они создали там большую бурю. If that is not clear in Daniel 7, it will be in the book of Zechariah. Но даже если в книге Даниила это не совсем понятно, в книге Захарии это становится еще понятнее. Again, the first example of this is Jonah. Опять-таки, Иона, первый пример онному. Jonah goes through the sea to Assyria. He preaches, all the people repent and convert to the Lord. По морю он попадает в Ассирию, проповедуют, люди принимают, каются, обращаются к Господу. The gospel stirs up the world. Евангелие постоянно сеет бурю в мире. Then in verse 3, read that. И вот 3 стих. «И 4 больших зверя вышли из моря, не похожие друг на друга». Okay, 4 beasts coming out of the sea. 4 зверя исходят из моря. Now in the Hebrew language, this is exactly the same words that are used in Ezekiel chapter 1. На еврейском языке это же слово используется в Иезекииле, глава 1. Ezekiel sees a vision of God's chariot coming down from heaven. Иезекииль видит, как колесница Божья нисходит с небес на землю. And that chariot is guarded by 4 cherubim. И эту колесницу охраняют 4 херувима. They are called 4 beasts. И они названы 4 зверями. And they have 4 faces. И у них 4 лица. Ox, lion, eagle, and man. Речь идет об орле, речь идет об льве, речь идет о человеческом лице и быке. These are heavenly angelic cherubim. Это небесные ангельские херувимы. Yeah, beasts. Но они названы зверями. They guard God's throne. И они оберегают престол Божий. And Ezekiel is told to come near to those beasts and receive a message. И Иезекиилю сказано: подойди к этим зверям и получи весть. And God calls Ezekiel the Son of Man. И Бог называет Иезекииля сын человеческий. Ezekiel is called the Son of Man 120 times.
120 раз Иезекииль назван Сыном Человеческим. When Jesus calls himself the Son of Man, he means I am the new Ezekiel. Когда Иисус говорит о том, что Он Сын Человеческий, этим Иисус говорит о себе, что Он новый Иезекииль. Now remember that statement, Son of Man. Помните об этом выражении «Сын Человеческий». Now we have 4 beasts coming up out of the sea. И вот эти 4 зверя исходят из моря. And their purpose is going to be to guard God's people. И их целью будет оберегать народ Божий. They are like earthly cherubim. Это как земные херувимы. And like the cherubim, they are mixtures of animals and people. И как херувимы, это некая помесь человека и ангела. So the first of these, verse 4. 4 стих. Yes. Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое данное ему. Okay, this is Nebuchadnezzar. Навуходоносор. Remember that Nebuchadnezzar in chapter 4 in the book of Daniel. Помните, в 4 главе книги Даниила, 4 главе книги Даниила, This is a letter written by Nebuchadnezzar himself. Навуходоносор сам написал письмо. Part of the Word of God written by King Nebuchadnezzar. Часть Слова Божьего написано царем Навуходоносором, Where he describes his conversion. где он описывает свое обращение. And he came to recognize that there is only one God and he is the only one who should be worshipped. Где он приходит к осознанию, что есть один Бог и только Ему должно поклоняться. Okay? After him then is going to come another beast. Verse Но 5. после него исходит еще один зверь, это 5 стих. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны. И 3 клыка во рту у него между зубами его. Сказано так: встань, ешь мяса много. Okay. This is Persia. Это Персия. Persia was the empire was the empire of Persians and Medes. Помните, Перская империя названа Медоперская империя. The Persian side became more prominent, and that's what it means that the bear is raised up on a side. Но вот почему Перская империя, она стала более известной в Медоперской стороне, и поэтому он медведь, который вырос где-то на стороне, стоял с одной стороны. It was a much larger empire than Babylon. По размерам она превосходила Вавилонскую империю. And that's what it means when it says, arise and eat a lot of meat. Вот почему сказано, что встань и ешь мяса много. And the early kings of Persia were believers who favored the Jews. И ранние цари Перской империи были верующие, которые евреям отдавали явное предпочтение. It says there are 3 ribs in its mouth. Здесь 3 клыка во рту у него. Okay, this is symbolism. Это символизм. What is a rib? Что означает клык или ребро? Ну, кость. Tell me. Скажите. Genesis. Someone said Eve. Eve. Кто-то сказал Ева, да? Yes. The helper. Помощница. Eve was taken as a rib. Она the взята Adam's была helper. из кости. These Persian empires will have 3 helpers in their mouths. И вот Перская империя во рту есть, или в пасти есть 3 помощника. What they say will be influenced by 3 Jewish helpers. То, что они говорят, оно под влиянием 3 помощников еврейских. They are Daniel, Mordecai, and Nehemiah. Даниил, Мардахей и Неемия. These 3 men were at the court of the Persian kings and told them what to say. Они были при дворе перских царей, и они говорили перским царям, что говорить. Well, then, there was another beast. Здесь еще один зверь. Verse 6. 6 стих. Затем видел я, вот еще зверь, как барс. На спине у него 4 птичьих крыла и 4 головы были у зверя сего, и власть дана была ему. This beast is like a leopard. Он похож, здесь написано, леопард или барс. We have never seen leopards before in the Bible. До этого
о барсах или леопардах в Библии речь не шло. Okay, we had a lion and a bear in the days of David. Ладно, скажем, даже когда о Давиде речь шла о льве, о медведе, как-то упоминалось. David said, I have killed a lion and a bear. Давид сам признавался, что и льва убил, и медведя убивал. So I'm not worried about this Goliath guy. Ну, то, что Голиаф умер, кого вообще волнует? Well, here the lion and the bear are both killed by the evangelism of the Jews. И евангелизмом иудеев умирает этот зверь. Become a good lion and a good bear. Становится хорошим львом, хорошим медведем. But we are moving now into something that we haven't seen before. Но здесь появляется нечто невиданное доселе. Which is the Greek Empire. Греческая империя. In the Old Testament we never had any Greeks before. До этого греков не было в Ветхом Завете. So the symbol here is a leopard. Символом этого является барс. A leopard is almost the fastest of the cats in the world. Или леопард из кошачьих самое быстрое кошачье животное. And the leopard blasting through and conquering everything is Alexander the Great. Как Александр Великий стремительно и быстро все завоевывает. He has 4 wings. 4 крыла. Which it says is like a bird, and they're cherubim wings. Они похожи и на птичьи крыла, но и на крыла херувимов. So once again we have the idea of a protective guardian power. Речь идет о некой охранной силе, функции. This will now be the protective empire that guards and protects the people of God. Это та империя, которая будет защищать народ Божий. And it has 4 heads. И здесь мы читаем о 4 головах. Now, when we get to the book of Revelation and we read about a beast with 7 heads, В книге Откровения мы читаем о творении, у которого 7 глав. okay, 1 lion head, Льва, 1 bear head, медведя, 4 leopard heads, 4 барса, and then there will be 1 more of the last beast. и будет еще 1 голова, но о ней мы поговорим, когда будем говорить о последнем звере. These are the 7 heads. 4 головы. 7. What does a head mean? Что означает голова? It means ruler, Правитель, but it also means beginning point. но также и точка отсчета, точка начала. The first word in the Bible, in the beginning, Первое слово Библии в начале. in Hebrew is in the head of things. На иврите звучит в голове всего. The head is where things start. В голове все начинается. In the Bible, the head of a river is where the river starts. Скажем, глава реки — это исток реки. In English, we say headwater. Даже на английском мы говорим тот ручеек, из которого все начинает биться. Okay. So that is what these heads are. They are 4 beginning points of 4 different Greek empires. Речь идет о 4 точках отсчета греческой империи. The first is the empire of Alexander himself. Первая — это империя самого Александра. And then in Daniel chapter 11, we will find out the other 3. В Даниила 11 глава мы узнаем о других 3. One of them is the king of the south. Первая — это царь южный. Then the king of the north. Царь севера. Each of these will rule over Israel in turn. Каждый из них, когда будет править, его правление будет распространяться на евреев. And the fourth one is Republican Rome. И 4 это республиканский Рим. The Roman Senate extended protection over the Jews. Сенат Рима, который тоже своим правлением защищал иудеев, евреев. During the last part of the Greek period. На протяжении последнего периода греческой истории. Which brings us down to the Roman Empire. И теперь мы переходим к Римской империи. Started by the Caesars. Где начинается правление кесарей. Now read verses 7 and 8. 7 и 8 стих прочитаем.
После этого видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный, и у него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же побирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. И смотрел я на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Now this sounds like a very terrible, monstrous beast. Создается впечатление, что это какое-то ужасно бесовское творение, зверюга. It tramples everything down. Все сокрушает. And everyone is afraid of it. Все его боятся. In other words, it's just like Jesus. Прям как Иисус. Because in Psalm verse 2, Потому что Псалом 2, read verses 8 and 9. Прочитаем Псалом 2, стих 8 и 9, хотя со стихами сейчас разберемся. 8 and 9. Second. Okay. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение твое. Ты поразишь их жезлом железным, и сокрушишь их, как сосуд горшечника». All right. The Messiah himself, when he comes, will introduce the true fear of God and will smash down the pagan nations. Когда придет Мессия, он принесет с собой истинный страх Божий и сокрушит все языческое. So this fourth beast, which is the Roman Empire, Четвертый зверь, Римская империя, has these characteristics. It may use them well or wrongly, but it has these characteristics. обладает разного рода характеристиками. То ли он ими пользуется во благо, то ли во зло, эти характеристики есть. Now, this seventh head has 10 horns. И вот здесь мы говорим о 10 рогах. The word horn in Hebrew is keren. Слово рог на иврите звучит керен. Keren. Керен. All right? And it means something that sticks out. Керен это то, что торчит. So, on a bull, the horns of a bull stick out ahead. Ну, как у быка, рога торчат. Okay? Торчат. If you have a torch, the light sticks out from it. Если у вас факел, то оно тоже направлено вперед, пускай будет. Like Moses, when he came down after speaking to the Lord, light formed horns shining out from him. Когда Моисей говорил с Богом, то от него тоже исходили, мы читаем, луч света. If I have a trumpet, Если бы у меня была труба, and I blow it, и я в нее подую, that's a horn. это как рог или как бибикалка. A horn of sound. Знаете, такой выходит горн звуковой. All right? And if you have a mountain, Гора возьмем. the peaks of the mountain are horns. Вершина горы, она тоже напоминает вот этот вот горн или рог. And if you have an altar, Жертвенник. that is a miniature holy mountain. Это, знаете, миниатюра горы. It has 4 horns or mountain peaks on the corners. 4 горных вершины можно увидеть на этом жертвеннике. So the 10 horns of the Roman Empire are the rulers that extend its power. И вот 10 рогов – это 10 правителей, которые расширяли власть, силу. And it means the 10 Roman emperors 10 римских императоров. down to the year 70 when everything changes. До 70-го года, когда все изменилось. This empire will end in the year 70. Эта империя на самом деле умерла в 70-м году. Now remember, we're not looking at the Roman Empire, but at God's empire. Опять-таки, мы не отождествляем Божью империю с Римской империей. Just as, well, in the past, В прошлом the kingdom of Judah came to an end, Иудейское царство завершилось. but God continued to have a new kingdom. Но у Бога было свое новое царство.
And this new empire kingdom is going to come to an end. И вот эта новая империя тоже завершится. And will be replaced by the kingdom of Jesus Christ. И она будет заменена царством Иисуса Христа. The Roman Empire will continue. Римская империя как явление продолжится. Just as there continue to be Persians and Babylonians. Ведь персы, вавилоняне тоже не исчезли. But it will no longer be God's empire. Но она уже не будет Божьей империей. It'll just be a bunch of Romans. Просто некое угруппование, некая группировка римлян. Now, before we take our first break, Перед первой переменой let's begin to think about what it says in verse 8. давайте мы призадумаемся над 8 стихом. There was a small horn. Но здесь появился некий малый рог. A small extension of power. Небольшое расширение власти. But even though this was a small extension of power, Но несмотря на то, что это было нечто мелкое, he thought he was Napoleon. он думал, что он Наполеон. Okay. I am bigger and stronger than all of these taller people. Я больше и сильнее, чем вот эти высокие люди. And he actually pulls up the authority of 3 of the Roman emperors in the land. В этой земле низвергает власть 3 других рогов. And he has a face like a human face. У него лицо, как лицо человеческое. He is pretending to be the Son of Man. Создается впечатление, что он сын человеческий. The Son of Man is Jesus and the church. We'll see that later. Сын человеческий — это Иисус, церковь, позднее это увидим. But this guy shows up first. Но появляется он, and he has the authority of Rome in the land. И у него власть над землей, над Римом. And he is the Herods. The Herods. Это Ироды. Okay. The Herods are very important. Ироды очень важные. And the Herods anticipate the kings of Judah. Ироды, они как бы предвкушают иудейских царей. Herod the Great considered himself the king of the Jews. Ирод Великий считал себя царем иудейским. The Herods were very offended because Jesus was considered to be the king of the Jews. Но когда Иисус сказал, что он царь иудейский, это оскорбило Иродов. And the Herods actually controlled the power of Rome in the Holy Land. И вот в святой земле Ироды контролировали степень власти Рима. So that's who the small horn is. Вот что это за небольшой рог. Again, after the break, we will look at that in more detail, and I think I can persuade you of it. Мы обратим на это больше тщательно внимание, и надеюсь, я вас смогу в этом убедить.